будто их поставили. Опа. Тысячи лисичек. Друзья, всем привет! У нас новый день, новый лес в планах и новые мечты из больших, огромных полян лисичек. Погнали! Итак, наша одна из первых таких находок, которые можно показать. Вот такие замечательные лисички, конечно, уже немножко взрословатые, но вполне себе ничего. Так, здесь вот еще у нас есть. Складываем в кучку, корешки потом я обрежу. Уже немножко мы собрали. Вот здесь такая прикольная получилась семейка. 5 штучек в одном месте сидит. Как будто их поставили. Опа. Вот они. Отлично. Так, прикрываем. Вот отличная порция уже есть. Так, вот тут молоденькие. Мы тоже их заберем все. Так, ну с этим я чуть попозже разберусь, покажу дальше. Здесь вот такая небольшая березка, елочка, и вокруг стволов прям вот они сидят. Вот такие. Так. Мы, значит, вернулись к машине, а нас тут ждет подарочек. Кто-то нам на капоте оставил 3 грибочка. Вот, это у нас желчный гриб, или горчак еще называют. У него вот под шляпочкой такое розоватого цвета присутствует. Вот здесь отлично видно. Он очень похож на подберезовик и на белые грибы иногда похожи. Очень горькие, но на вкус, вот если откусить, то сразу же чувствуется горечь. Вот в Сибири, там в каких-то районах, я читал, из этого гриба варят суп, когда кто-то умер. Вот. Ну и чтобы ощутить горечь утраты, так сказать, из этих грибов варят суп, и все гости едят. Вот, так что спасибо грибничку, который нам оставил этот сюрприз, а мы двигаемся далее. Итак, мы дошли до нужного места, вот вырубка, которая прямо. Здесь деревья немножко помладше, и вот замечательные лесные такие заброшенные дороги, сразу же есть результат на перекрестке прямо попались. Небольшая семейка таких приятного размера, сочных грибочков. Так, и еще вот здесь небольшое продолжение у нас. Чик. Приходится ползти. О, кстати, вот там еще слева, которое мы не заметили. А вот там? Ага. Опа. А тут опция 4 штучки, но какого качества офигенного. вообще такие приятные на ощупь. Ноги, как у подберезовиков. Так. А, и здесь еще. Прямо офигенно. Эх. Поломалась одна. И вот такие 2 жменьки у нас есть. И это мы еще не дошли до дальнего места скрытого. Вот куда я хотел уже несколько дней дойти. Я сейчас испытываю смешанные чувства. С одной стороны, у меня мега грусть, потому что
на этом месте могла сбыться моя мечта. Здесь могло стоять просто все желтое до горизонта, как я мечтаю, и вот у меня цель в этом сезоне такое найти. Но мы, к сожалению, пришли немножко раньше, и мы наблюдаем тысячи лисичек очень маленького размера. Некоторые, конечно, можно брать, и нужно брать. Вот, такого размера здесь очень много. Но если бы мы пришли через деньков 5, я просто не знаю, чтобы мы тут испытали, какие чувства. Вот. Очень такое интересное нашли место. Здесь сосны с березами лет 15. Ну, то есть то, что и должно быть, идеальная просто вот локация. Перекопанные вот такие овраги, что ли. То, что и любят грибы. Вот. Так что такие вот дела. Сейчас я возьму камеру, немножко еще пройду, покажу. Какими вот кучами, взрывами оно тут растет. Вот такие малыши, сростки. И это все продолжается на многие десятки метров. Вот, например, под елочку можно пролезть. А вот показать очередную вот такую полянку. Тут штучек 10, наверное. Сейчас будет немного шумно. Шел дождь, мы намочили микрофон, намочили дрон, ничего не работает. Прям вообще жесть. Но это того стоило. Так, вот эти, кстати, они уже подсыхают, они погибли. Вот, и в целом, возможно, не факт, что оно бы и выросло, вот это все. Вот это, наверное, самые большие на этой полянке. Вот. Сейчас я пройду, покажу вот одним кадром. И потом мы будем собирать. Не знаю, сколько мы тут времени пробудем. Но вот лес такой вот неприметный, как будто почищают. Вот такие, вырезают полосы дороги, и образуются такие вот участки леса. Вот там вот видно проезжено, и здесь. И вот по центру двигаешься, и на каждой из этих вот линий просек очень много лисичек стоит. Кустами, огромными полянами. Здесь вот мы решили включиться, показать, где наиболее, так сказать, они вылазят массово. Вот такого размера. Ну, конечно, не очень большие, но приемлемые для сбора. То есть, что делать, раз пришли. Место такое дальнее, через болото мы двигались. Вот, поэтому, ну, будем собирать, что делать. Вот, запечатлели, так сказать, этот момент прекрасный. Прекрасное место. Вот оно здесь, везде все стоит желтое. Было раздавлено явно очень много. Вот, такие вот дела. Будем собирать, двигаться далее. Возможно, где-то дальше у нас еще много километров впереди. Попадутся места, точно такие же, где они всходили очень массово, но уже выросли. И, может быть, мы покажем что-то более интересное. Вот такая вот полянка у нас получилась. И представьте, какая была бы гора, если бы мы нашли их попозже. Такие вот. Так выглядит цех по переработке лисичек. Мы их извлекли, вот принесли в одно место, и сейчас будем подрезать корешки, чтобы дома было все очень чисто и готовое. Также хочу сказать для тех, если вот кто-то грустит, и что мы вот навыровали маленькие, во-первых, не имеет разницы, как грибы собирать, а то, что мы маленькие пособирали, здесь их просто тысячи, и это... Они бы умерли. Некоторые не подсыхают, и в целом в предыдущем видео, наверное, вот номер 3 на нашем канале, я ставил опыт, где такие маленькие оставлял, и они пропали. Вот, поэтому такая вот тема. Режем и идем далее искать взрослые поляны. Переходим из одного места в другое, вот через такое болото. Хочется попрыгать, но, слава богу, не очень оно прыгается.
Вот среди нормального леса, вот слева и справа, по центру как-то образовалось такой ряд болота. Вот кустики голубички сидят, ягод не наблюдается. Изучаем дальние дороги, неведанные, нехоженные. Попалась полянка. А что это вы щупаете? Массаж грибницы делаете? Ищу секретные лисички, зашифрованные под мхом. Прекрасная опушечка, И кто здесь спрятался? а на ней сочные грибочки. И тут еще. Так. Такс. Вообще вот эта опушечка, это очень старая заброшенная дорога. Здесь сеяли лес, который уже очень Это большой. прям огромная, да? Да. Попалась очередная замечательная полянка нам. Сейчас вот мы покажем. Тут они уже такие большеватые, не те маленьких, которые мы собирали. Опа. Сейчас я обойду, вот покажу. Вот тут первые сходят. Идеальные. Напитанные влагой, сочные. Вот тут довольно много их. Так что собираем и двигаемся далее. Ну вот такой вот итог у нас получился. Полную корзину собрать не удалось, но удалось найти много новых крутых мест. Я еще немножко добавлю. Сегодня не стояла задача насобирать много грибов. Если бы мы хотели, то мы бы насобирали и не одну такую корзину. Основная была цель разведать новые места. И до самой его точки, куда я хочу доехать, уже 3 дня я смотрю на карту и прям вот мечтаю. Мы так до нее даже не дошли, потому что грибы попадались, мы их там собирали, резали. Вот. Так что в следующий раз мы поедем туда. Еще из интересного в конце, вот тоже мы ступили немного, надо было снять, встретили местную жительницу, бабушка шла, 50 лет она здесь живет, и после войны она собирала боровики здесь, и тут есть какое-то место, название, как она сказала, редковое, то ли что, там боровики стояли рядами, и они вот собирали вот на протяжении 50 лет, продавали в Минске. И сейчас она сказала, что они исчезли, типа лес вырубают, грибница погибла, вот. Но что-то мне не очень верится, хотя вроде как она, не думаю, что обманула. Ну, короче, странно, потому что мне визуально кажется места прикольные. Поэтому вот так, подписочки на канал, плюсики в чатик, а мы погнали домой.